Так, тут у нас патч вышел с триумфами. Ну и плюс добавили 4 дополнительных квеста, по одному на каждую фракцию. Данные квесты дополняют основную фракционную сюжетную линию, и в некоторых случаях можем больше узнать, что случилось с некоторыми персонажами. По награде здесь немножко денег, немножко разные расходки будут давать, а также уникальные для каждой фракции свои декоративные предметы для убежища. Все квесты несложные и можно пройти даже в сюжетной экзе Исака Искателя. Именно в таком экипе я их проходил, кроме долга, там просто я с мейна прошел. Ну кстати, там в одном квесте был проблемный момент, но об этом чуть позже. Начать квесты можно после выполнения заданий, которые видите сейчас на экране. Также в этих квестах присутствует такая фишка, как подождать какое-то время, пока NPC даст новое задание. Скорее всего, чтобы пройти полностью все эти квесты, нужно также и пройти всю сюжетку. А то, например, за наймов мне пришлось проходить весь сюжет, чтобы до конца выполнить эти второстепенки. По поводу других фракций, не скажу, так же ли там, а то на них у меня уже давно был пройденный сюжет. Ну что ж, начинаем, наверное, со свободы. Здесь квест нам дает Ботаникс Ботвин. Он приглашает для продолжения экспериментов, которые мы с ним начали в основной сюжетке. В общем, если вкратце, профессор Ботвин хочет использовать вещество, которое мы создали, каннабилдилфлори... похуй, короче, чтобы управлять ростом нейронов и таким образом ускорять обучение и развитие навыков, и даже потенциально лечить нейродегенеративные заболевания. Работать мы будем с мозгом пси-собаки. Нам нужно взять мозг из холодильника и положить его в эту приемную камеру, которая тут на кнопочке открывается. К слову, тут будет много таких кнопочек. Дальше нам нужно открыть ноут и сделать максимальную концентрацию активного вещества. По умолчанию здесь, наверное, сразу можно завершить этот процесс, но я еще потыкал и больше 40% у меня не выходит. Далее нам нужно выбрать один рецепт. На сюжет, я так понял, это не должно влиять, а просто на сложность крафта. Я выбрал первый. Теперь мы получили рецепт. Все эти пункты нам нужно завершить. Окей, первое это взять ингредиент. Забираем еще один мозг из холодильника. Теперь нужно обработать его паром. Паровая установка находится сразу слева от ноутбука. Я поначалу долго не мог понять, как это работает, тыкал разные кнопочки и винтили. Но только потом заметил, что тут можно с экраном взаимодействовать. И тут есть инструкция, как с этим работать. Это также будет на всех других установках. Для начала кладем мозг в камеру. Далее у нас в рецепте пишет 2 галлона воды нужно. Это вот этот винтель в конце. Его нужно 2 раза прокрутить. Один раз это 1 галлон. Далее на кнопках нам нужно выбрать 200 бар. Нажимаем. После чего нужно прокрутить паровой двигатель. Хз сколько раз точно тут не указано, но экспериментальным путем я выяснил, что нужно 2 раза прокрутить. После чего нажимаем рычаг и готово. Забираем образец и прогоняем его через центрифугу. Тут все названия оборудования написано сверху. У нас в рецепте пишет скорость 3. Значит, сверху при помощи переключателя нажимаем, чтобы загорелось 3 лампочки. После чего нажимаем на кнопку слева. Когда мы видим, что после зеленой идет красная, то нажимаем на нижнюю кнопку соответствующего ряда. Забираем образец и берем еще одну штуку в другом холодильнике. И несем все это в камеру синтеза. Здесь у нас в рецепте пишет слой 2 зеленый, слой 1 красный. Над кнопочками сверху есть цифры. От 0 до 2 это и есть наши слои. Слой 2 зеленый значит, что когда цифра 2 на экране, мы нажимаем на все 8 кнопок, чтобы они загорелись зеленым. Также и со слоем 1, который должен быть красным. Если центр засветится белым, значит забираем и идем в перегонный аппарат. У нас в рецепте пишет полный баланс. Значит нужно, чтобы 3 центральные лампочки были белыми. Для этого при помощи переключателя выбираем правую или левую сторону, которая будет активна. И крутим винтили, чтобы все сошлось. Если лампочки зеленые, нужно крутить горячий кран. Если красная, то охлаждать. После чего отдаем профессору образец. Он говорит, какой мы молодец, и вручает нам награду в виде денег и расходки, а также декоративных различных колбочек. У меня, кстати, диалог забагался и пришлось перезаходить в игру. Дальше нужно подождать немного времени, чтобы он дал новое задание. Случилась беда. Произошла утечка информации при помощи наемников, и нам нужно разрулить ситуацию. Нужно ликвидировать наемников и заразить их компы вирусом. Говорим с разведчиком и оказываемся в данже. Здесь нам нужно добраться до ноутбука. Теперь вставляем в него флешку и защищаемся пару десятков секунд. Добиваем наймов и забираем флешку.
После чего проворачиваем то же самое со всеми остальными ноутбуками, которых тут всего 4. Опа, блок гаммы. Сюда. Да, здесь еще бывают тайники с лутом. Также и в других фракциях тоже есть такие тайники. Кстати, можно застакать клейморы, которые тут дают. Но после смерти они только визуальные и не работают. На последнем ноуте сталась поломка, поэтому нужно еще починить антенну и задефать остаток. И квест завершен. В награду мы получаем вот это. Доска и граффити — это декор. Далее узнаем, что наше вещество потерпело неудачу, и дальше мы будем использовать аномальные материалы. Мы оказываемся в той же лаборатории, только тут еще открылась новая секция. Как и раньше, берем из холодильника вещество и засовываем его рядом с ноутом. Делаем анализ и выбираем рецепт. Я выбрал вот так. А потом поменял на вот это. Пунктов здесь, конечно, уже побольше будет. Первое — это, как и раньше, пар. Здесь все то же самое, за исключением того, что теперь нужно 300 бар. Далее используем ультразвуковую ванную. Выставляем герцовку, как в рецепте. Красные числа — это отрицательные. Потом нам нужна инфракрасная печь. У меня красная интенсивность. Значит, нажимаем на переключатель, и пока идет таймер белыми лампами, делаем вот эти лампы красными. Далее химическая очистка. Это вот эти бочки справа от ноутбука в самом начале. В рецепте сказано обработать 30% раствором. Значит, нам потребуется 3 раза покрутить вентиль с водой, после чего 2 раза покрутить ацетон, 3 раза изопропил и так далее все остальные элементы. После чего у нас термическая обработка. Это уже устройство в новой секции. Нам нужен плазменный контур. Термообработка мощность 2. Значит, на ноуте нужно дать этому устройству 2 мощности. Так и со всеми остальными устройствами. Смотрим, какая нужна мощность, и делаем такую через ноутбук. Тут еще есть механика ЧП. Если ты неправильно что-то делаешь, будет сирена. Тогда подойди к ноуту, тут будет написано, какие бочки нужно покрутить, чтобы ты дальше мог работать. Химическое насыщение. Здесь нужно сначала покрутить вентиль, а потом вот эти маленькие кнопочки довести до 2. Изотопный обстрел. Делаем как в рецепте. Я уверен, если вы дошли сюда, то вы уже и сами понимаете, что да как тут работает. Обработка аномальным полем. Я тут просто потыкал на кнопочки, и оно само заработало. Берем дальше второй ингредиент и синтезируем его как раньше, просто чуть сложнее. А в конце повышаем концентрацию, как делали раньше. Отдаем ботаниксу образец, он нас поздравляет, сыпет награду, дает еще вещи для убежки и выдает нам белый халат, который можно одеть. На этом с ботвином все. Далее у нас долг. Ну что тут сказать, типичные долгаши. Есть зараза зоны, значит нужно ее уничтожить. Говорим с Борзым, он рассказывает, что в берлоге постоянно тусуются орды мутантов, да еще не всегда обычные. Наша цель — убить мутанта по кличке Вильзевул. С виду это простая химера, но когда мы немного ее продамажили, она раздвоилась на огненную и ледяную. А после того, как убьешь любую из них, она еще раз дублируется на химер с вот таким вот скином. Всего их 4 штуки. Добиваем и возвращаемся к Борзому. Он говорит, какой мы молодец, и сразу дает нам следующую задачу на убийство некого Герра-свина. То ли героинового свина, то ли германского свина-фюрера. Находится он там же, где и химера. Что необычно, где же он-то раньше был. А за награду в убийстве химеры мы получаем ее голову, как декор для убежища, и немного денег. У кабанчика есть 2 стадии. Первая — это он просто бегает за нами, ничего особо не делая, а по карте спавнит маленьких таких хрюшек, которые тем не менее взрываются. Вторая фаза более опасная. Он начинает использовать форстав и спавнит жарки, но помимо этого маленькие хрюшки теперь бегут к нам и взрываются. Добиваем кабана и забираем у Борзова деньги, и голову того самого кабана для декора. И он нам говорит: подожди немного, скоро будут новые задачи. Далее каким-то чудом в берлоге появились новые мутанты. В этот раз токсичный снорк с названием Объект 415. Спавнит данный типо красные токсиклужи под собой.
На 40% хп он стал неуязвимым. Оказывается, нужно было уничтожить вот такую нору, чтобы иметь возможность его добить, что мы собственно и делаем. По традиции получаем образцово голову босса и немного денег с бафами. Следующим боссом будет дамба. Небольшой с виду псевдыч, который двигается скриптованно по этой траектории и спавнит тональные шарики. Я-то думал, больше никогда их не увижу. Вторая стадия — это спавнящиеся электры, а также дамба распачковался на 3 штуки, некоторые из них изнаночные. А на потолке здесь появились некоторые шарики свисающие. Я думаю, давай их уничтожу, может тогда перестанут спавниться электры? А нет. После этого босс тупо сдох, а я хотел добить его вручную, но не судьба. Возвращаемся к Борзому за наградой, в виде головы, 70 тысяч и 10 алкобыков. Ну и как бы все. На этом задания долго закончились. Как по мне, они самые короткие из всех добавленных. Далее у нас квесты Третьяка. Говорим с ним, они схватили пленного долгаря и хотят его завербовать в свои ряды. Он дает нам досье на него, зовут его Колесников, знакомое имя, не помню где встречается, но точно где-то в сюжете фигурировало. Из досье мы в принципе узнаем всю важную информацию, что он ненавидит зону, что не стоит ему сразу пропагандировать веру, и то, что угрозы ничего не дадут. В общем, можете просто повторить диалог, как у меня. Что будет, если выбрать не то, я не знаю. В ходе беседы он дает нам задание – найти тело некого Буслаева на притоке. Находится он здесь на 3-м этаже. Забираем жетон и возвращаемся, после чего он вступает в завет. А мы получаем награду и, как типичный заветовец, получаем себе виселицу, то есть петлю, после чего нужно дождаться от Третьяка нового задания. Когда она появилась, это опять был пленный. В этот раз это боец Зари Тайрон. Он любит, если вкратце, разные вещества пускать по венам. В досье есть полная инструкция, как с ним взаимодействовать. Ну либо можете просто повторить, как тут у меня. В награду получаем свечки и заповеди для декора. И опять ждем нового квеста. Далее в гостях у нас луноход из воинсталов. Крепкий парень, который под влиянием нашего харизматичного ГГ ломается от пары слов. И говорит забрать тайники. Первый находится вот здесь под навесом, а второй на ветках у этой елочки. Отдаем ему содержимое, и он, оказывается, не хочет, чтобы им вертели как хотели ради бабок. Поэтому говорим, что мы еще Колесникова завербовали, и этот Кент переходит к нам. А мы заслуженно получаем могилы из декора и немного денег с расходкой. И ждем следующего квеста. Теперь у нас в гостях наемник. Первым делом нужно взломать ПДА. Взламываем, узнаем, что наемники засели в церкви, и нужно бы от них избавиться. Ничего сложного нет, методично один за другим ликвидируем врагов, а в конце нас ждет босс по имени Джибраилов. Но это не то чтобы даже босс, а то отъехал он очень быстро. Тем не менее, возвращаемся к пленному, говорим ему, что все, сказочки конец, а ему пиздец. Если к коммунисту он вернется один невредимым, и причем с мертвым отрядом. Он в это охотно верит, а мы получаем заслуженную награду. Почти такую же, как у Долга, с разницей в том, что из декора получаем аналой и гроб. А на этом с заветом все. Последняя фракция — это наемники. Здесь нам нужно поговорить со швейцарцем. Он подкидывает нам работу, нужно в общем ликвидировать шпиона Завета. То ли Мирт, то ли Сапа. Всем проходившим сюжетку в Завете привет. В общем, у нас есть трофейная амуниция зевкасов. Поэтому, когда мы прибыли на место, мы будем не со своей снарягой, а с вот этой. Ну а далее у нас просто коридорный данж, в котором в конце мы убиваем Сапу в виде босса. А в награду получаем фоторобот Мирта и Сапы для убежки. Следующей нашей целью будет воинстал Галка. Убить мы его должны вот этим снаряжением. Это также в принципе просто типичный данж с зачисткой, где в конце будет босс. Забираем гамму и убиваем галочку. После чего получаем от швейцарца по традиции фоторобот данного типа. Следующим заданием будет ликвидация ученых свободы. В этот раз на кузне.
а по снаряге нам выдадут цинту долга и АК-15. Опять-таки ничего сложного, просто убиваем всех врагов и возвращаемся за наградой. В этот раз получаем фотку ученых Зари с лицом Зива и вроде других разрабов. А швейцарец нам говорит: слушай, пора бы от предателя Брута избавиться. Находится он на кузне на самой верхней базе. Здесь у нас уже своя снаряга и таймер, по которому мы должны догнать Брута. Ничего сложного даже в этой снаряге. Доходим до босса, и тут начинается странное дело. Во-первых, тут спавнится бесконечные NPC. Они тупо стакаются по 2, иногда по 3 в одном. Убиваешь их, а они респаунятся и не заканчиваются. Пофиксилось это просто смертью. Далее сам босс. К нему в такой снаряге не подобраться. Ну прям очень быстро выносит. Танчить особо не получается. Да и аптечки там быстро заканчиваются. Поэтому первым делом я решил застакать себе аптечки и пластины путем суицидов. Но, короче, как убивать самого босса, который тебя убивает с пары тычек? Хз. С автомата получалось его продамажить только в начале после респа, а дальше он уходит вдаль и просто по нему не достать. Поэтому я решил убивать его при помощи обреза чапы. Я просто прыгаю и даю тычку. Проблема еще в том, что он не стоит на месте, а постоянно перемещается. И когда ты прыгаешь, ты просто не знаешь, где он будет дальше. Но иной стратегии с такой снарягой я тут не придумал. Иногда также пользовался батутами. Бывали еще моменты, когда он вот так хорошо подставляется, что только голова торчит. Тогда-то ему и можно навалять по голове. По ощущениям, босс сложнее хозяина зоны. Не так давно я его проходил и вышло с первой попытки в такой же снаряге. А тут какой-то предатель оказывается сильнее. Это странно. Ладно, забираем награду у швейцарца. И я думал, это уже будет последнее задание, но нет. У него почему-то еще одно есть. В общем, нужно убить некого скалолаза, у которого поехала кукуха, и он начал вытворять дичь. Находится он на горе, где мы убивали палача. Вначале нас ждет пара кабанчиков, потом сам скалолаз на вышке. Непонятно, нужно ли мне его сейчас убивать. Короче, с горы спавнятся химеры, которые как-то опять странно застакались, как и предыдущие наймы у Брута. Типа вот падает одна химера, а тут оказывается она не одна, а распачковалась. Ладно, короче, убиваем псов и идем дальше в гору. Здесь прямо не пройти, нужно паркурить. А платформы, кстати, падают после того, как ты наступил на них. А если умираешь, то он еще и рофлит с тебя. Да уж, ты не то что не принц Персии, ты даже не князь Чернобыля. Рожденный ползать даже чуточку не может научиться прыгать, да? Бедняжка. Тут, кстати, также на время. У меня оно вышло, и я не проиграл, а просто пишет, что будет сложнее дальше. Короче, в следующей комнате спавнится 10 тысяч снорков, и он стреляет по нам еще из-под ствола. Убиваем всех и заходим в следующую комнату, где нас также ждут снорки и Бобби, который не дамажит. Забираем взрывчатку и взрываем баррикаду, после чего выходим на дуэль со скалолазом. С петарды он убивает нас с 2 тычек, поэтому когда он на перезарядке, выходим и стреляем. Иногда он меняет на автомат, но это даже еще легче. Раздражают только взрывы, особенно если он их много стакает. Добить его не получается, так как начинается вторая фаза. Очень бредовая, если честно. Здесь у нас просто тупо ваншотит в экзе сюжетной. Причем он перебегает с укрытия в укрытие, и хз как его убить, если нельзя попасть. Ведь когда он выбегает, он сразу стреляет и шотает. И как будто бы у него точность 95%, почти всегда попадает. Поэтому я решил спрыгнуть вниз. Здесь, когда он пробегает, нужно настрелять ему в голову, и он не будет попадать при этом. После чего нужно подняться на вышку, и он начинает втирать про вселенную, космос, бесконечность. Смеюсь. Копошитесь там. Воюете ради подачек Мюллера. Я в своем познании жизни уже достаточно преисполнился, чтобы понять, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же зон, как эта зона. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь,
покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия и от вот этого вот замечательного... Да хорош пиздеть, бро. Сколько можно? Я уже заебался тебя слушать. Все. Ступай, и я пойду. В итоге он, короче, прыгает с вышки и все, квест завершен. Забираем награду швейцарца и это конец. Если его полностью прослушать, то дадут ачивку. Ну, что я могу сказать? Квесты дополняют фракционный сюжет. Вот, кстати, как выглядит весь декор. А вот в целом общая награда за все квесты, если кому-то вдруг нужно вот в таком формате. По ощущениям, самые быстрые в плане прохождения квесты были за долг, а самые долгие за наемников. Ну а завет и свобода где-то так посерединке. На этом у меня все, всем спасибо за просмотр.